Привет, 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 песеры, с вами Морж, и наконец-то легенькое видео, в котором можно просто душой отдохнуть, как же я соскучился по этим гребаным пакцам, которые появились у нас в игре. Да, мою Барселону, я думаю, многие из вас видели в прошлой части, вот так вот она выглядит. После перехода на 22-ю часть, и честно, я расстроен, я ненавижу Konami за несколько вещей. Во-первых, Пуйоль почему-то у меня стал просто, да, с фиолетовым сиянием, но от Испании. И Хави почему-то тоже стал с фиолетовым сиянием, но от Испании. Почему не дать барселоновских? Я не совсем вообще это все понимаю. Они есть в базе, они есть в форме Барселоны, они есть с эмблемой Барселоны. Да, разницы с этими карточками практически никакой нет, но мне, хочется, чтобы вот команда была полностью барсовская, вот полностью все, чтобы были, собственно, с логотипами Барселоны. Мелочь, а неприятно, на самом деле. Да, обязательно посмотрите New Gameplay Approach, вам дадут бесплатно за это круточку великих финишеров, да, здесь можно поймать, в принципе, хорошие карты. Давайте, в принципе, с этого и начнем, ее откроем, а потом пойдем ловить легенд. Первый мой легендарный покопанинг, так сказать. Повезет, не повезет, хрен его знает, на самом деле. Может, и выпадет чего-то хорошее. Здесь, конечно, стоит ловить Салаха, на ПК я вам показывал его, очень классная карточка. В принципе, Влахович достаточно неплох. Роналду, конечно же, достаточно неплох. И бесплатная попытка — это всегда хорошо. Ну, поглядим, с чего мы начнем, так сказать. Первый мой покопанинг в eFootball 2022 Mobile. Начинаю я с португальской лиги и 3 звезд. Ну, Нес, судя по всему, мне выпадает. Конечно же, он нахрен мне не нужен. Ну и, в принципе, хочется сказать по этим игрокам. Те, кто смотрел меня на протяжении прошлого месяца, я старался по 22 части дать максимум информации. Многие просто забили на это болт, сейчас позапарывали себе игроков. Не понимают, как качать тренеров, ну, я могу только развести руками, сказать: ребят, вы не коты, которых вот нужно брать за шкирку и тыкать в пол, там, где лужится, чтобы вы поняли, ну, чему-то научились. Если вы хотите, вы смотрите плейлист, гайды и спокойно во всем разбираетесь. В принципе, по этим фиолетовым игрокам не советую их пока что открывать, они практически не отличаются от обычных. Но, тем не менее, сегодня нам завезли легендарок. Значит, здесь у нас Иньеста, к сожалению, он у меня есть, вы его в составе видели. Клюверт аналогично в составе у меня есть, и мне нужен только Феррер. Ой, как мне нравится вот эта кнопочка вращать. Интересно, на чем я его вращаю. Ладно, такая себе шутка. 150 игроков в этом паке, и у нас поменялся процент. Об этом я тоже говорил, ребят. Дело в чем? Раньше у нас было четко там 30% на черный мяч и 15 черных мячей. Сейчас же на каждый из мячей, в принципе, одинаковый процент. Поэтому, если раньше у нас было 6% на выпадение одной из икон за одну крутку, сейчас у нас 3 из 150, то есть 1 из 50, то есть 2% на выпадение одной из 3 икон. А мне нужна конкретная из этих 3. Так что у меня процент еще в 3 раза уменьшается. В общем, то, что я сегодня поймаю Феррера, процент у меня 0,7, меньше 1%. Да, когда ты видишь такие циферки, если честно, крутить не особо хочется. С другой стороны, ну кто-то же должен, как я понимаю, легенды теперь станут реально таким контентом для бояр, потому что золото сейчас в игре взять особо неоткуда, и только донат, так что только донатные ребята смогут получить этих новых легенд, которые добавили. В общем, с этим напряжно. Может быть, Konami, конечно, после введения матчпассом, после введения 2-го сезона что-то у нас будет по поводу золота, как какие-то способы его заработка, но пока что имеем то, что имеем. Сейчас золото взять негде, разве что за входы нам дадут 300 голды. Ну и пока везение мое тоже что-то не особо хорошее. Ялмаз мне выпадает, конечно, нахрен он мне не нужен. Вот, голдишка уходит, а, к сожалению, вероятно, ну я сам понимаю, что вероятность того, что я поймаю хоть кого-то, в принципе, стремится к нулю, крайне мала. Если вы знаете, откуда эта цитата, то, конечно же, ставьте лайк. Вот тут вероятность выпадения реально крайне мала. Снова 3-звездочный игрок, что-то пичкает меня этими 3-звездочными. Само собой, здесь сейчас нам нужны максимальные составы, у нас нет соревнований, где нужно использовать определенные команды, поэтому все будут просто собирать максимумы. Так что вот эти вот все игроки, которые там до 80 рейтинга, да, на первом уровне, они в принципе нахрен не нужны будут, и можно их спокойно квикать. Я вчера, кстати, полвечера просидел, пока квикнул всех игроков, которые у меня дубли на своем основном аккаунте. Я просто вот сидел и квикал, как же это неудобно, мать его. Сейчас, кстати, да, у нас сегодня техобслуживание, вот, надеюсь, Konami это все дело поправит, и будет хоть немножечко удобнее, потому что у меня еще есть
несколько аккаунтов, которые нужно привести в порядок, но я не готов, блин, сидеть по 4 часа, листать, квикать, от тебя постоянно в начало выбрасывает, ты не понимаешь, какие игроки у тебя есть, каких нет, они почему-то все в разнобой, плюс они еще все зафиксированы замочком, вот это пока класснешь, замочек снимешь, ну, я думаю, не вам рассказывать. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Снова 3 звезды. Интересно, я сегодня хоть одного, хоть более-менее неплохого игрока поймаю, или мне всех 3-звездочных будет выдавать? Я как-то не хочу начинать свой первый покопанинг с просера. Я хочу Феррера. Я понимаю, что это практически нереально, но я хочу Феррера. Конами, дайте мне Феррера, давайте. Испания мне нужна, да? 5 звезд, наверное. И такая желтенькая заставка, когда здесь легенда выпадает, я это знаю. Так, Испания. Но желтенькой заставки нет, есть 3 звезды. Кого-то мне тут дадут 20 номер. Это кто? Это что за покемон? Это Роберто. Да, ну вот хоть кто-то из Барселоны выпал. Так, просто для затравочки. Чую, здесь реально нужно будет, чтобы поймать легенду, надо будет слить 15 тысяч, то есть открыть весь бокс. Да, и вот это хорошее нововведение, что дубли здесь не выпадают. С одной стороны. А с другой стороны, то есть с каждым открытием игроков в паке становится меньше. А с другой стороны, блин, у нас было 6% на иконика, да, сейчас это называется легендой, а теперь у нас 2% на легенду. И это ни хрена не вдохновляет. Реально контент для бояр. И я бы понял, если бы легенды прям были вау. Реально лучше, чем обычные игроки. Но я вам уже несколько раз рассказывал, большинство из них реально хуже, чем обычные игроки. Да, форма Б единственное, что в принципе за них тащит. Но остальное там такое себе, мало уровней прокачки, причем у нас же сейчас еще и стиль этот нужно качать. Да, кстати, по поводу прокачки, стиля и так далее. Давайте так, не загадывая, сегодня, ребят, пятница, а пятница день святой, я думаю, вы это понимаете, что вечерочек должен пройти хорошо, поблагодарить себя нужно, так сказать, за хорошую рабочую неделю, поэтому сегодня видео не будет, но завтра обещаю вам, что выпущу краткий, вот что называется, краткий гайд, постараюсь все свои мысли в одно видео запихнуть, как качать, что качать, тренера, игроки, ну и так далее. Надеюсь, вы это все дело поддержите, я думаю, для многих это будет полезно. Несмотря на то, что весь прошлый месяц я выпускал гайды по этой теме, люди не совсем умеют искать на ютубе нужную им информацию, как и в гугле, то есть, к сожалению, с этим сталкиваюсь, люди не могут почему-то зайти на канал и просто посмотреть плейлист гайды, поэтому некоторые вещи приходится объяснять по нескольку раз. Ну, я уже привык, к сожалению. Тут нужно работать с тем, что есть. Других зрителей у меня для вас нет, как бы сказал товарищ Сталин. Так, 5 звезд, Испания. Ох! Так, это легенда. Это первая моя легенда в 22 части, 3 номер. Господи, это Феррер. Ни хрена себе. Я не верю. Единственная легенда, которой у меня не было, которая мне нужна была в состав, и выпала мне за сколько? 5900 у меня, по-моему, на старте было. 5900, сколько я? Паков 15 открыл? 11 паков, и я ловлю тупо нужную легенду. Это нереально. Я просто не верю в то, что я вижу сейчас на своем экране. Охренеть. То есть, по сути, теперь для полной Барселоны, полной легендарной Барселоны, мне не хватает, ну, только Давида Виллии, которого, в принципе, еще в паках не было. Супер, вот на самом деле супер, по-моему, это заслуживает лайка. Вот так вот сейчас выглядит моя легендарная Барселона, само собой контракты я потом продлю, игроков я прокачаю и думаю, ей можно будет очень даже нагибать. Блин, Феррер за 11 паков, я просто не верю. Надеюсь, вас удача тоже, так сказать, поцеловала в лоб. По-моему, для первого покопанинга в 22 части реально охрененно получилось. Супер, будем тестировать, будем качать, ну а следующее видео, ребят, будет завтра, потому что я сегодня в отдых, нужно порелаксировать. На этом прощаюсь, как всегда, Морж, как всегда, пока.